Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю замечательный кремовый пирог с малиной. Он получается такой красивый и очень вкусный. Кексовое тесто, нежный ванильный крем и ягоды малины. Просто великолепное сочетание. Рекомендую приготовить этот пирог к чаю. Я уверена, он всем понравится. Для приготовления крема мне понадобится в сотейник с толстым дном вливаю молоко. Доведу его почти до кипения. В отдельной миске смешиваю сахар, соль и крахмал. Для рецепта я использую кукурузный крахмал. С ним крем получается вкуснее. Добавляю одно крупное яйцо и хорошо перемешиваю. Таким образом, смешивая крахмал, сахар и яйцо, в креме не будут образовываться комочки. Часть горячего молока вливаю в яично-крахмальную смесь и хорошо перемешиваю. Остальную часть молока возвращаю обратно на плиту и вливаю в него полученную смесь, все время перемешивая. И теперь при постоянном помешивании варю мой заварной крем до того момента, как он загустеет и закипит. Крем закипел, пошли пузыри, снимаю кастрюлю с плиты. Продолжаю крем перемешивать, так как кастрюля еще горячая. Добавляю сливочное масло, перемешиваю. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Тогда добавляйте его вместе с сахаром. Хорошо перемешиваю. В итоге получился вот такой очень нежный, шелковистый, ванильный заварной крем. Без единого комочка. Если так все же случилось, что у вас в креме образовались комочки, всегда можно пропустить его через сито. Переливаю крем в миску, чтобы он быстрее остывал. Закрываю его пищевой пленкой, причем пленку опускаю прямо в контакт, чтобы не образовывалась корочка. Для приготовления теста мне понадобится также для моего рецепта я буду использовать свежие ягоды малины. Можно использовать и замороженные ягоды. Я подготовила форму, выстелила ее пергаментной бумагой. Размер 34 на 24 сантиметра. Бумагу я ничем не смазываю, она у меня хорошего качества. Если вы не уверены в качестве своей пергаментной бумаги, смажьте ее небольшим количеством растительного масла. В миску разбиваю яйца. Для рецепта я использую яйца среднего размера. Вес одного яйца со скорлупой примерно 55 граммов. Всыпаю сахар, соль и взбиваю в течение 3-4 минут в пышную светлую массу. Добавляю сметану. Для рецепта я использую жирную сметану 25%. При желании сметану можно заменить кефиром. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили, можно использовать и ванильный сахар. Перемешиваю. Вливаю растительное масло и растопленное сливочное. Просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Слегка все перемешиваю лопаткой, чтобы мука не разлетелась. И все быстро домешаю миксером. В итоге должно получиться вот такое нежидкое тесто. Выливаю его в форму. Разравниваю. И теперь сверху на тесто прямо ложкой выкладываю уже остывший крем. Он у меня остыл до комнатной температуры.
Если хотите, конечно, можно воспользоваться кондитерским мешком, но так все намного проще и быстрее. Я выкладываю крем такими ровными рядами, оставляя расстояние. Пирог получается такой по-настоящему кремовый. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook и обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. И теперь раскладываю ягоды малины между кремом. Немного ягоды вдавливаю в тесто. У меня ягоды очень крупные. Если у вас, допустим, ягоды не такие крупные, можно использовать по 2-3 штучки. Фактически каждый островок крема у меня получается между ягодками малины. Вы можете это все делать, украшать по своему вкусу. Как вам больше нравится, так и располагайте. И сейчас всю эту красоту я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-45 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму с тестом я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Пирог я достала из духовки. Выпекался он у меня 40 минут. Проверяю готовность. Все хорошо пропеклось. Пирог получается очень красивый, по-настоящему кремовый. Кстати, если вы не хотите использовать малину, можно использовать варенье, либо другие ягоды и фрукты. И тоже получится очень красиво и вкусно. И сейчас я даю время пирогу остыть прямо в форме. Надо, чтобы застыл крем. Сверху пирог я присыпаю сахарной пудрой, и можно подавать его к чаю. В этом пироге очень нежное кексовое тесто и много заварного ванильного крема. Он получается такой нежный, легкий. Каждый кусочек буквально тает во рту. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.